Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Шамшадинов Руслан. Я артист цирка, жонглер на моноцикле. Я родился в цирковой семье. Мой папа клоун, мама воздушная гимнастка, сестра воздушная гимнастка. И я продолжаю традиции исполнительского мастерства оригинального жанра в нашей семье. Образование я получил в Ярославском государственном педагогическом университете имени Константина Дмитриевича Ушинского по направлению культурология и педагогика. На данный момент я студент магистратуры Российского государственного гуманитарного университета по направлению культурология 20-21 века. И сегодняшняя лекция о пантомиме — это в первую очередь вызов для меня, потому что я стараюсь поддерживать практикоориентированные методы исследования, в частности, если говорить о различного рода жанрах исполнительского искусства. Но, как мне кажется, данная лекция может восполнить вот эту небольшую лакуну, этот небольшой пробел в теоретическом исследовании пантомимы, потому что действительно очень важно отметить, насколько пантомима пронизывает самые разные жанры, направления искусства, будь то мультипликация, исполнительские жанры, перформансы, театр, танец. Когда мой папа вышел из армии, он поступил в студию пантомимы в Москве. Была такая студия пантомимы. И первое, что он сказал, когда вышел из двери приемной комиссии, он сказал: «Теперь все девчонки будут мои». И мне кажется, что это действительно отражает культурный контекст эпохи, потому что в 70-е, 80-е, в 60-е годы в Советском Союзе клоун и вообще артист цирка — это было по-настоящему престижное наименование, престижная профессия. Она пользовалась спросом у публики, государство поддерживало цирк, поддерживало различные жанры, и имена артистов были на слуху. Все знали Карандаша, Янгибарова, Олега Попова, Юрия Никулина и многих других артистов-клоунов, артистов регионального жанра. Как мне кажется, современная пантомима в 20 веке пережила определенного рода пик своего развития. В частности, если говорить о теоретических разработках и о практических проявлениях этих наработок, разработок в самых разных жанрах и направлениях. Но давайте попробуем проследить генезис пантомимы в исторической перспективе. Многие ученые расходятся во мнении, когда и где зародилась пантомима. Сложно утверждать, что как жанр она зародилась в древности, потому что истоком пантомимы многие ученые, антропологи отмечают обряды и культовые мероприятия, жертвоприношения, своеобразные инсценировки. И Ричард Шехнер в своей теории перформанса отмечает, что перформанс как таковой, он нельзя сказать, что он зародился из культа. Он скорее шел параллельно пути религиозных мероприятий. Это очень важный момент, потому что инсценировки, на самом деле, они имели
они наделялись магическим значением. Если вспомнить наскальные рисунки в пещерах Альтамира, в пещерах Ласка, мы там видим бизонов и видим охотников, которые кидают орудия охоты в этих диких животных. И, возможно, это репрезентация реальных событий, которые происходили в обыденности этих первобытных людей. Но также многие исследователи отмечают, что охоте предшествовала инсценировка охоты. И сами изображения носили не только иллюстративный характер, но и перформативный характер. Перед тем, как пойти на бизона, перед тем, как пойти на дикого зверя, на мамонта, люди собирались в пещере. Перед нарисованным изображением этого животного и кидали свои охотничьи снаряды в это изображение. Без данного перформанса охота не могла пройти успешно. И это не просто иллюстрация обыденности, это способ повлиять на эту обыденность. Древняя Греция – это одно из самых ярких, не похожих ни на что мест. Именно в Древней Греции зародились основы многих современных направлений искусства, архитектуры, скульптуры, живописи. И многие исследователи отмечают непосредственное влияние праздников в честь Диониса, праздников в честь бога плодородия, вакханалий. Непосредственное влияние на развитие истории театра, так как на этих изначально религиозных, обрядовых мероприятиях, первая часть которых предназначалась жрецам и богам, там проводились культовые жертвоприношения. Вторая часть предназначалась обычному люду, крестьянам. И, соответственно, во вторую часть вакханалий, во вторую половину включались выступления жонглеров, акробатов, танцевальные действия. И благодаря этому развивалась комическая пантомима, которая также называется клоунадой. Совершенно иное развитие пантомимы мы наблюдаем в Древнем Риме. Пантомимой назывался сольный драматический танец, в котором единственный актер исполнял последовательно несколько мужских и женских ролей, разыгрывая подчас очень сложные сцены мифологического содержания. И в отличие от современной пантомимы, часто пантомима в Древнем Риме сопровождалась текстом. Текст пантомимы представлял собой ряд арий, монологов, разыгрываемых кантиками, которые пелись хором певцов под аккомпанемент оркестра. В то время как актер-пантомимист, актер-мим иллюстрировал эти кантики с движениями, жестами. И таким образом пантомим представляла собой последовательность движущихся картин. Самыми известными пантомимистами того времени были Пилат и Вафил, греческого происхождения. Эти пантомимисты упрочнили на римской сцене этот известный уже в Греции жанр, доведя его до совершенства и создав целую плеяду учеников и последователей.
Таким образом, пантомима – это греческое слово. Оно означает «все воспроизводящий подражанием». Во-первых, она является искусством выражать чувства и мысли посредством мимики и движений. А во-вторых, может быть эстрадным номером или спектаклем без текста, где основным средством создания художественного образа является движение, пластическая выразительность человеческого тела. Пантомимическое искусство издавна было неоднородным. Танцевальная пантомима с ее ритмически организованным условным жестом зародилась в культуре первобытного общества и сохранялась в плясках многих народов. Иного рода классическая пантомима, уходящая корнями в зрелищное представление Древней Греции и Рима. В ней действие соединяется с песней, с музыкой, со стихотворным текстом, а акробатическая пантомима берет истоки в спектаклях Восточного театра. На данный момент общепринятое понятие пантомимы включает в себя передачу мысли телодвижениями без помощи текста, а также второе значение – пьеса, в которой актеры передают желания и чувства телодвижениями. Если мы перенесемся в более современное время, актуальное для нас, и поговорим немного о цирке. Какое основное средство художественной выразительности в цирковом искусстве? Если в музыке это гамма, в кино это сцена, то в цирке это трюк, необычное ловкое действие. В жонглировании это манипуляция с предметом, а в пантомиме манипуляция с предметом воображаемым. Может показаться необычным, но цирк, искусство зрелища, имеет обширную теоретическую базу. Теория касается не только подготовки будущих артистов, но и определенной философии циркового искусства. Артист цирка, работающий в любом жанре, будь то дрессура или клоунада, всегда играет с опасностью. Его существование – это не только бесконечная борьба с обыденностью, но и стремление познать этот мир посредством своего мастерства. Современной пантомиме соответствуют определенные свойства. В первую очередь, пантомима стремится к максимальному обобщению материала жизни. Термин «обобщение» означает одновременно и процесс, и результат деятельности. Во-первых, это процесс отбора, который производит художник, выделяя из жизни только тот материал, который присущ многим людям, явлениям или предметам. Так, например, знаменитый «Шаг на месте» Марселя Марсо – это не что иное, как обобщение походки человека. Пластическая схема движения, так точно создавая иллюзию ходьбы, вобрала в себя только то, что является общим для множества людей, и отсекла все индивидуальное, все соответствующее определенному человеку, характеру, персонажу. Этьен Декру, основатель современной школы пантомимы, идеолог движения чистой пантомимы, создавший, собственно, вот эту аллегорическую схему шага на месте, и выдающийся мим Марсель Марсо, его ученик, они оба прошли путь обобщения. Обобщение достигается посредством стилизации формы движения. Движения, взятого из реальной жизни и узнаваемого по жизненному опыту.
как говорил Этьен Декру, пути стилизации следует искать прежде всего в предельной целесообразности и точности движения. Таким образом, обобщение – это основа сценического жеста. Сценическое время отличается от времени реального. Физик Альберт Эйнштейн оказал театральному миру большую услугу и совершил поистине коперниканский переворот в понимании человеком относительности и субъективности времени. В сценическом пространстве, будь то цирковой манеж, театральная сцена или уличный балаган, время идет по определенным законам. Будучи артистом, вы обладаете привилегией управлять временем, замедлять его, ускорять, останавливать и запускать его ход так, как вам заблагорассудится. Или как заблагорассудится вашему режиссеру. В специфику театрального действия изначально заложена двойственность. Если мы встречаем куклу в пространстве сцены, в пространстве уличного перформанса, на манеже цирка, в кино, одним своим появлением кукла актуализирует эти идеи двойственности, идеи собственной двойственности. И тенденции модернизма в 20 веке позволили возникнуть концепции Гордона Крэга, которая изложена в его эссе «Актер и сверхмарионетка». Я говорю о концепции убер-марионет. Своим появлением текст получил большое сопротивление в актерской среде. Его автор подвергся большой критике и должен был многократно оправдываться, разъяснять свою концепцию, которая заключалась в замене человека на сцене более неопределенной фигурой. Поэтому я заговорил о кукле. И мотив человека как куклы, как марионетки, как идеального инструмента для выражения режиссерской концепции на сцене, этот мотив был не нов. Ранее были созданы концепции Генриха фон Клейста о театре марионеток и Мориса Метерлинка в его тексте «Всякая всячина минус пропас». В целом, на протяжении 20 века интерес к введению неживого творения в сценическое пространство или к деформированию актера получил развитие в произведениях Оскара Шлемера и Вальтера Гропиуса и получил свое выражение в спектаклях Тадеуша Кантора, Юзефа Шайны, Лашиха Монзика и Роберта Уилсона. Теория Гордона Крэга, теоретика и режиссера театра, это теория о сверхмарионетке как идеальном актере, дисциплинированном, безотказном, чего не скажешь о теле человека, даже если он объявит себя актером. Эта концепция нашла свое выражение в идее мим пюр, чистая пантомима, идея Этьена Декру. Чистая пантомима, в свою очередь, стала фундаментом для пантомимы аллегорической, принципы которой во многом созвучны с потенциями, характерными для куклы в пространстве театра. Принципы аллегорической пантомимы. Пантомима стремится к максимальному обобщению материала жизни. Обобщение содержания достигается через стилизацию формы движения. Мы об этом уже говорили.
Пути стилизации стоит искать прежде всего в предельной целесообразности и точности движения. И Этьен де Кру не только развил идеи Гордона Крэга, но и создал практическую методологию обучения нового актера, тем самым своеобразно преодолев главное противоречие концепции сверхмарионетки. Коль скоро марионетка является, по крайней мере, неким прообразом идеального актера, мы должны попытаться овладеть преимуществами этого марионеточного идеала. Далее мы можем достичь их единственно с помощью специфической гимнастики, что приведет нас к миму тела. До работы Этьена де Кру не существовало серьезного трактата по искусству пантомимы. И поэтому любое воссоздание пантомимы, выполненной до 20 века, своеобразная вот эта историческая перспектива, которую мы попробовали проследить, в значительной мере это является преодолением, основанным на интерпретации различных источников, в первую очередь письменных. Этьен де Кру не только своим манифестом, но и благодаря педагогической практикоориентированной деятельности сформулировал теорию и методологию преподавания пантомимы. Была сформирована школа. Когда мы говорим об аллегорической пантомиме, в первую очередь возникает в памяти работа Марселя Марсо, ученика Этьена де Кру. И, как мне кажется, идеальный пример аллегорической пантомимы – это номер Марселя Марсо «Отрочество и зрелость, старость и смерть». Идеи Этьена де Кру получили колоссальное развитие в чешском театре, театре мимодрамы, основанном Владиславом Фиалкой. Этьен де Кру родился в 1898 году, умер в 1991 году, учился в школе-студии «Старая голубятня», сотрудничал с Дюленом, в том числе в театре «Ателье». А в 1931 году в парижском театре Ланкри поставил первый мимический спектакль «Примитивная жизнь». Большую роль в формировании творческой личности де Кру сыграли Антонен Арто с его концепцией жестокого театра и Луи Жюве. Профессионально заниматься театром де Кру начал достаточно поздно, в 25 лет. Юность он провел в пролетарской среде, зарабатывая себе на жизнь всяческим неквалифицированным трудом. Он поступил в школу-студию при Старой голубятне знаменитого Жака Копо вольнослушателем, чтобы обучиться ораторскому искусству, потому что мечтал стать пропагандистом идей социализма. Больше всего его в то время волновали идеи социальной справедливости. И ради них, как ни странно, де Кру начал заниматься театром. Однако в школе-студии Жака Копо де Кру в большей степени увлекся идеями Гордона Крэга, от которых тогда буквально лихорадило весь театральный мир. Правда, одним они казались совершенно сумасбродными. Эти идеи грозились разрушить весь привычный, устоявшийся мир понимания театра и существования актера на сцене. А другим это казалось путем к обновлению театра. Теоретические посылки, сформулированные Гордоном Крэгом, стали для де Кру руководством к действию. Он принял их на веру, он принял их как практическое руководство. Устранить противоречие, обнаруженное Крэгом, он предложил с помощью занятий специфической гимнастикой, мим корпорель, что впоследствии привело к созданию вышеупомянутой
школы мимпур, чистой пантомимы, которую впоследствии стали называть современной пантомимой. Ничего подобного история театра до этого не знала. Возможно, потому что во французском языке ее название звучит не вполне традиционно. Не «ля пантомим», а «ля мим». «Ля мим» стала, благодаря усилиям Этьена Декру, неоспоримым доказательством способности актерского искусства быть самодостаточным, а значит обрести право на самостоятельность, подобно любому другому искусству. Доказывать правоту собственных убеждений Декру пришлось самым бескомпромиссным способом – силой личного примера. Первое, что он сделал, это отказался от успевшей успешно начаться актерской карьеры, несмотря от ряда предложений от многих режиссеров Франции, занялся педагогикой. Известность, признание пришло к Декру только через долгие годы, через его учеников. И учеником Этьена Декру являлся Марсель Марсо. В одном интервью Марсель Марсо так говорил о влиянии Этьена Декру на его собственный творческий путь. Этьен Декру утверждал, что актер все может выразить своим телом, и рассматривал его как инструмент, с помощью которого можно передать чувство через движение или позу. Лицо здесь не играет никакой роли, оно маска. Только тело выражает такие чувства и состояния, как голод, жажда, смерть, любовь, счастье. Тело выражает также преодоление препятствий. Противодействие, преодоление являются ключом к искусству мимов. Например, ветер невидим. Мы должны сделать его видимым. Ветер дует нам навстречу. Мы выражаем это противодействием, которое оказывает ему наше тело. Спор между Марсо и Декру разгорался каждый раз, когда разговор заходил о том, каким быть современному театру пантомимы. Они собирались сделать его сообща. Прежде всего, ученика Марселя Марсо не устраивала враждебная настроенность учителя по отношению к зрительному залу. Как сказал Марсель Марсо, Декру не любил публику, и публика не любила Декру. Суть современной пантомимы зашифрована в определении, которое Этьен Декру дал актеру. Актер – это голый человек на голой сцене. Такой актер-мим, выходя на сцену, лишенную декораций, аксессуаров, партнеров, в процессе своей игры и только посредством своей игры воссоздает целый мир. Этот мир возникает для зрителей словно иллюзия, словно галлюцинация. И существует на сцене только до тех пор, пока актер активно взаимодействует с воображаемыми предметами и персонажами этого мира. Однако Марсо не покидало желание найти в пантомиме средства выразительности, с помощью которых можно воссоздать иллюзию не только вещественного мира, но и картины жизни человеческого сознания. В этом своем стремлении Марсель Марсо шел вслед за Жаном Луи Барро, видевшим главное предназначение пантомим 20 века в том, чтобы тайное сделать явным. Искусство Марсо оказало определяющее влияние на развитие жанра пантомимы во второй половине 20 века, обогатив язык мирового театрального искусства в целом. Можно согласиться со словами Марселя Марсо: «Я принес тишину в мир театра». И действительно так можно определить вклад
этого артиста в искусство театра. Опыты аллегорической пантомимы нашли свое выражение в творчестве советского клоуна Леонида Ингебарова. Клоуна, которого называют философом на манеже, думающим клоуном. Талантливый артист пантомима, ловкий акробат, жонглер. Автор всех своих выступлений, Ингебаров стал не только ключевой фигурой в истории клоунады, но и основателем нового направления в цирковом искусстве. Вопреки обычному сценарию цирковых людей, Ингебаров пришел в мир артистов арены не по праву наследника цирковой династии, клоунской династии, не по моему пути. Его путь к цирку был достаточно долгим и начался далеко от манежа. Ингебаров родился в Москве в семье шеф-повара гостиницы «Метрополь». Это была состоятельная семья. Несмотря на достаток, Ингебаровы жили в простом деревянном доме в Марьиной роще. И именно этот район и этот дом навсегда стали родным портом приписки Леонида. Всю свою не слишком длинную жизнь он прожил там, где и родился. Поступив сначала в институт рыбного хозяйства, он через полгода решил, что должен посвятить себя боксу, и привелся в институт физической культуры. Но и там Леонид долго не проучился, сердце подсказало ему, что спорт не может быть главным делом всей жизни. И вот тогда на свет появился Ингебаров-артист. Талантливый молодой боксер снова сдал экзамены и поступил в Государственное училище циркового искусства на отделение клоунады. К моменту выпуска из циркового училища Ингебаров уже твердо решил для себя, что выбирает амплуа соло-клоуна, артиста-одиночки. Он многому научился в училище: ходить на руках, жонглировать, показывать фокусы, но главный талант был с ним изначально. Это был талант дотянуться до сердца зрителя. Очень скоро Леонид понял, что не может и не хочет использовать общепринятые цирковые образы и способы общения с публикой. Он сам начал создавать сценарии своих выступлений, и эти выступления стали уникальными. Леонид Ингебаров в своем творчестве прошел по пути философской клоунады или лирической пантомимы. Он рассказывал универсальные, общепринятые, общепонятные истории и шел по пути творческого художественного обобщения, которое свойственно, которое соответствует идеям Этьена Декру, которое соответствует идеям Гордона Крэга. И это художественное высказывание он выражал не только через пластику, через цирковые номера, через трюк, основное средство художественной выразительности, но и через литературу. Ингебаров писал великолепные рассказы. Первый раунд, последний раунд, эта книга стала источником вдохновения для многих клоунов, которые хотели рассказывать истории и пытались найти свой путь на сцене. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что помогли мне пройти этот путь действия и противодействия, потому что рассказывать о пантомиме, не вставая со стула, это действительно вызов лично для меня. Надеюсь, что вам было интересно и полезно узнать что-то новое о пути художественного обобщения. И, возможно, это знание поможет вам на вашем пути оживления повседневности, взаимодействия с обыденностью и сделает вашу жизнь интереснее.